Друзья мои, всем привет! Недавно я проводил короткий стрим, в котором показал вам героев 8-го поколения и немного новинок исследования подземных тайн. Если вы его пропустили, то переходите по ссылке, потому что сегодня мы поговорим о нововведениях в подземельях. Это актуальная тема, так как новые раскопки с небольшими изменениями, протестированные недавно, уже ввели на основных серверах. Я говорил о них в ролике Migo 2 обзор события. Возможно, в новом сезоне глобального события Migo 2 также нас будет ждать и обновленное подземелье. Все, что сейчас вы услышите, это взято с тестового сервера. Многое может быть изменено. Во-первых, изменилось количество баллонов с кислородом. Теперь нам доступно 600 единиц. Это максимальное значение. Шкала полностью наполняется за 17 часов. Кроме этого, один удар маршем стоит 15 баллонов, а тропа 20. Это без изученных технологий. Также есть новые элементы – ваучеры рейда. Они потребуются для новой функции при атаке маршем или же при выполнении исследования. Чтобы открыть этот режим, надо сначала получить 10 тысяч образцов клеток. При использовании этого режима вы просто умножаете свой результат на то значение, сколько маршей в рейде у вас будет. То есть вы не приглашаете сюда своих союзников. Давайте разберемся на примере. Я выбираю режим рейда и 6 ваучеров. Итого в режиме рейда будет отправлено 7 маршей. Один стандартный и еще 6 будут якобы отправлены системой. А награды я получу одним отчетом, будто провел 7 сражений. Например, этот удар маршем 817 образцов клеток и 20 очков исследования. А это режим рейда с использованием одного ваучера. То есть якобы игрок дважды ударил подземелье. 1634 образца клеток и 40 очков исследования. Этот режим просто ускоряет трату кислорода. Режим рейда можно использовать и для заданий на тропе. Это сильно сэкономит ваше время. Ваучеры рейда также накапливаются с течением времени, или же их можно получить при выполнении иных заданий в подземелье. Давайте рассмотрим другие новые элементы подземелья. Например, можно отправить отряд на исследование секретной лаборатории или же неизведанной пещеры. Подобных объектов много, и названия у них разные. Выполняя обследование, с некоторой вероятностью мы найдем, например, образцы клеток или очки исследования. В этот раз мне повезло, и я получил 250 клеток. Следующий новый элемент – это, например, уничтоженная лаборатория. Здесь у нас есть лишь одна возможность обследовать. Вы видите возможные трофеи, это 300 образцов клеток. Нажимая на кнопку, у нас открывается окно с выбором героев, а слева указаны критерии, выполнив которые мы получим процент к наградам. В этом примере их два – элитный герой-нерезонатор и герой без питомца. Я выберу Николу и выполнится второе условие, которое даст бонус плюс 10%, а также выберу Расти, он элитный герой. Итого это даст 10% по первому условию и еще плюс 10 по второму, так как Расти не имеет питомца. Итого мы получим на 30% больше наград. А теперь переиграем нашу команду. Выберем двух синих героев и еще одного героя без питомца. Например, Расти, Призрак и Вульф. Итого два элитных героя дают 20%, а так как все герои без питомцев, еще плюс 30%. Суммарно мы увеличим наши награды на 50%. Исследование займет 7 часов 10 минут. По итогу в почту придет отчет с наградами. Например, другой мой отряд завершил задание и получил в награду образцы клеток и ваучеры рейда. Кроме этого, можно отправить отряд на поиск экспериментальных образцов. Здесь есть различные задания, и у каждого из них свои награды. Например, очки исследования или же образцы клеток, а также ваучеры рейда. Сюда можно отправить только один отряд. Отличительной особенностью является то, что если не выполнить все критерии по героям, то отправить отряд на исследование нельзя. Например, мне нужен один герой пехоты и два героя с питомцами. Сейчас у меня этих героев нет, они заняты обследованием других объектов. Поэтому начать выполнение задания я не могу. Также под шкалой с баллонами в верхнем левом углу есть некий генератор кислорода. И если мы выкупим его за небольшую сумму, то сможем получать дополнительный кислород и ваучеры рейда. Кроме этого, изменились технологии исследования. Но я предлагаю сейчас на них не останавливаться, потому что на основных серверах что-то может измениться. Когда новая подземка будет реализована на основных серверах, я подготовлю для вас еще одно видео, где мы подробно рассмотрим эти технологии. В магазине подземелья появилась новая вкладка «Сокровища профессора». Здесь есть дополнительные товары, которые мы можем приобрести после выполнения условий.
Например, чтобы разблокировать покупку универсальных ускорителей, необходимо собрать 30 тысяч образцов клеток, а для нижней части необходимо достичь определенного уровня технологий. Ну что ж, друзья, это был небольшой обзор изменений в событии исследования подземных тайн с тестового сервера. Помните, что это лишь этап тестирования. Подписывайтесь на мой канал, обязательно вступайте в наш сервер Discord. Там всегда выкладываются гайды в текстовом формате, и вы всегда сможете быстро узнать, как проходить то или иное задание. Также все это и многое другое доступно на нашем сайте Gore Team. Не забывайте про лайки и пишите свои вопросы и предложения в комментариях. Я благодарю вас за просмотр, берегите себя, всем пока!